Дмитрий никогда не думал, что однажды его жизнь изменится благодаря обыкновенной летучей мыши. В тот пасмурный вечер он возвращался домой после долгого рабочего дня в ветеринарной клинике, где пришлось принять 20 пациентов вместо обычных 12. Его синий рабочий халат все еще хранил следы от последнего пациента – игривого рыжего котенка, который никак не хотел делать прививку. На плече висела потертая кожаная сумка с необходимыми инструментами. Дмитрий всегда носил ее с собой на случай экстренной помощи животным. Даже во время отпуска эта сумка была его неизменным спутником. Коллеги часто подшучивали над этой привычкой, называя его «вечно готовым спасателем». Моросил мелкий дождь, было прохладно, а свет фонарей едва пробивался сквозь влажную пелену. Старые фонари отбрасывали тусклые желтые пятна на мокрый асфальт, а в воздухе пахло мокрой листвой и близкой грозой. Порывы ветра усиливались, заставляя прохожих крепче прижимать к себе зонты и капюшоны. Вдалеке уже слышались первые раскаты грома, и редкие прохожие спешили укрыться от надвигающейся непогоды. Проходя мимо старого парка, где кроны деревьев создавали причудливый узор на фоне темнеющего неба, Дмитрий неожиданно услышал слабый писк. Этот звук напомнил ему о недавнем случае с летучей мышью, которую привезли в клинику, но спасти не удалось, она была слишком сильно ранена. Звук был едва различим за шумом проезжающих машин, но профессиональное чутье ветеринара заставило его остановиться. В кармане завибрировал телефон, жена напоминала о предстоящем ужине с друзьями, но Дмитрий решил, что сначала нужно проверить источник звука. На часах было начало 8, время, когда ночные животные обычно просыпаются. Порыв ветра донес запах мокрой земли и прелых листьев. Дмитрий достал телефон, включил фонарик и направил луч в сторону кустов. Капли дождя искрились в свете фонаря, создавая сверкающую завесу. Под низко свисающей веткой лежало большое существо с кожистыми крыльями. Это была летучая лисица, одна из самых крупных летучих мышей в мире. Старый садовник, живущий неподалеку, часто рассказывал о целых семьях таких созданий, обитающих в парке. Ее крылья, которые обычно раскрывались больше, чем на метр, сейчас беспомощно лежали на влажной земле, покрытой опавшими листьями. Сквозь тонкую кожу крыльев просвечивали изящные косточки, напоминающие веточки папоротника. На правом крыле виднелась рваная рана, а все тело дрожало от холода и страха. Под крылом виднелись следы засохшей крови. Животное, вероятно, провело здесь не менее суток. Дышала летучая мышь часто и тяжело. Ее бока заметно вздымались при каждом вдохе. Дмитрий медленно подошел ближе, стараясь не шуршать листвой под ногами. При ближайшем рассмотрении он увидел, что это была самка. Ее шерстка была красивого рыжевато-коричневого цвета, напоминающего осеннюю листву, а вокруг шеи словно был повязан светлый воротничок из меха. В свете фонарика ее мех отливал золотистыми искорками. Большие темные глаза, похожие на спелые вишни, смотрели испуганно, но в них чувствовался живой ум. На кончиках ушей виднелись крошечные черные кисточки, придававшие ей особенное очарование. Мордочка, действительно напоминавшая лисью, промокла от дождя, и с нее стекали капельки воды. Кончик носа чуть подрагивал, принюхиваясь к незнакомому человеческому запаху. Дмитрий осторожно снял куртку и расстелил ее на земле рядом с летучей мышью. В кармане куртки он нащупал пакетик с орехами, остаток от обеденного перекуса. Вспомнив, что летучие мыши любят сладкое, он достал из сумки бутылку воды с медом, которую всегда носил с собой. Смочив палец в сладкой воде, он осторожно поднес его к мордочке животного. Летучая мышь сначала отпрянула, но потом, почуяв знакомый запах сладости, несмело лизнула палец. Осмотр показал, что крыло повреждено. Скорее всего, летучая мышь столкнулась с проводами или запуталась в сетке. Такие случаи часто происходили в городе.
особенно в районах старой застройки, где провода висели особенно низко. Рядом с раненым животным валялся обрывок тонкой лески, вероятно, остаток от садовой сетки. Без помощи у нее не было шансов выжить. Рана выглядела серьезно, а холодная погода только ухудшала ситуацию. Хотя рабочий день закончился, Дмитрий решил вернуться в клинику. Он достал из рюкзака чистое полотенце, которое всегда носил с собой для неожиданных случаев. Привычка, выработанная годами работы с животными. Полотенце было мягким и теплым, с вышитыми инициалами ДСЭ в уголке, подарок от благодарной хозяйки спасенного им щенка. Осторожно, стараясь не задеть рану, он завернул в полотенце летучую мышь. Животное не сопротивлялось, видимо, понимая, что ему хотят помочь, или просто будучи слишком слабым для борьбы. Сквозь мягкую ткань мужчина чувствовал, как сильно бьется ее маленькое сердце. От летучей мыши исходило слабое тепло, а крохотные коготки цеплялись за складки ткани. Прикрыв сверток своей курткой для дополнительного тепла, Дмитрий быстро пошел обратно к клинике. Дождь усилился, превратившись в настоящий ливень, но он только крепче прижимал к груди свою необычную находку. По дороге он вспоминал все случаи, когда видел подобных существ в ночном небе. Они часто кружили над городскими парками и садами, но никогда не подлетали так близко к людям. В клинике свет был уже выключен, только дежурная лампа освещала коридор тусклым светом. Нащупав в кармане связку ключей, Дмитрий открыл дверь своего кабинета и включил яркие медицинские лампы. В их свете повреждения выглядели серьезнее, чем казалось на улице. На перепонке крыла обнаружились не только разрывы, но и множество мелких царапин. Сама летучая мышь оказалась сильно истощенной. Ее ребра прощупывались даже сквозь густую шерсть. Подключив капельницу с витаминами и питательными веществами, Дмитрий начал обработку раны. Время шло незаметно. За окном уже совсем стемнело, когда он закончил основные процедуры. Жена несколько раз звонила, но он лишь коротко отписался, что задерживается по важному делу. К его удивлению, пациентка вела себя очень спокойно, словно понимала, что от этих манипуляций зависит ее жизнь. Только изредка она издавала тихие звуки, похожие на писк котенка. Теперь встал вопрос, что делать дальше? Центры помощи диким животным были переполнены, а на следующий день начинались длинные выходные. В такую погоду транспортировка могла быть опасной для ослабленного животного. Поразмыслив немного, Дмитрий принял решение. Он заберет летучую мышь к себе домой, пока она не поправится. По пути домой он заехал в круглосуточный супермаркет и купил разных фруктов – бананы, манго, яблоки и даже спелый арбуз, хотя был не сезон. Продавщица с удивлением посмотрела на такой необычный ночной набор покупок, но ничего не сказала. Дома первым делом Дмитрий устроил для своей гости временное убежище в просторной клетке, которая осталась от попугая его младшей сестры. Клетку он обустроил специальными жердочками, принесенными из клиники, и развесил в ней мягкие лоскуты ткани, чтобы создать укромные уголки. Луна, так он назвал свою подопечную, за привычку активизироваться в вечерние часы, постепенно привыкала к новому дому. Ее любимым местом стал дальний угол клетки, где Дмитрий повесил маленькое махровое полотенце, создававшее уютное укрытие. Каждый вечер она с нетерпением ждала кормления. При виде фруктов ее глаза загорались особенным блеском. Особенно ей полюбился спелый арбуз. От сочных красных кусочков она никогда не отказывалась, даже если была сыта. Дмитрий завел специальный дневник наблюдений, куда записывал все изменения в поведении своей необычной пациентки. Он отмечал, какие фрукты она предпочитает, в какое время становится наиболее активной, как реагирует на разные звуки. Постепенно между ними установилась особая связь. Луна начала узнавать его шаги и оживлялась, когда он входил в комнату.
В интернете Дмитрий нашел множество удивительных фактов о летучих мышах. Оказывается, они не только разносят семена растений, но и опыляют множество важных для человека культур. В природе одна такая летучая мышь могла за ночь опылить сотни цветков. Эта информация заставила его еще больше восхищаться своей подопечной. Постепенно весть о необычной пациентке разлетелась по клинике. Коллеги часто заходили посмотреть на Луну, а некоторые приносили для нее экзотические фрукты. Молодой практикант даже сделал специальную фотосессию, запечатлев процесс кормления и игр Луны с игрушками. Эти фотографии потом использовали для статьи в местной газете о важности защиты летучих мышей. Раненое крыло заживало медленно, но верно. Каждый день Дмитрий проводил осмотр, менял повязки и помогал Луне делать простые упражнения для разработки мышц. Он соорудил для нее специальный тренажер из мягких веревочек, по которым она могла передвигаться, постепенно восстанавливая силу в поврежденном крыле. Во время этих процедур Луна часто издавала тихие, похожие на мурлыканье звуки, словно благодарила за заботу. Для развлечения Луны Дмитрий принес целую коллекцию мягких игрушек разных размеров. Каждую новую игрушку он сначала показывал ей издалека, давая время привыкнуть к незнакомому предмету. Особенно ей понравился маленький плюшевый медвежонок с потертым ухом. Его она часто обнимала во время дневного сна. Старый игрушечный дельфин, оставшийся с детства Дмитрия, тоже стал ее любимцем. Она могла часами висеть рядом с ним, изредка дотрагиваясь крылом до мягкого плавника. Когда Луна окрепла достаточно, Дмитрий решил проверить ее способность к полету. Для первых тренировок он выбрал просторную гостиную, предварительно убрав все хрупкие предметы и занавесив окна мягкими сетками. Свет специально сделали неярким, чтобы не слепить чувствительные глаза летучей мыши. Первые попытки были неуверенными, Луна больше планировала, чем летала, но с каждым днем ее движения становились все увереннее и грациознее. В доме для нее оборудовали целый уголок с натянутыми веревочками, ветками разной толщины и даже маленьким искусственным водопадом, из которого она любила пить воду. Дмитрий подобрал особые сорта комнатных растений, безопасных для летучих мышей, создавая подобие естественной среды обитания. По вечерам они вместе проводили время в этом уголке. Дмитрий читал книгу, а Луна занималась своими делами, иногда подлетая к нему и садясь на плечо. К сожалению, полное восстановление крыла оказалось невозможным. Повреждение затронуло важные связки. Луна могла летать, но недостаточно хорошо для жизни в дикой природе. Эта новость, как ни странно, принесла Дмитрию облегчение. Он уже не представлял свою жизнь без этого удивительного существа. В свою очередь Луна, казалось, была вполне довольна своей новой жизнью в роли домашнего питомца. Чтобы поделиться своим опытом и помочь другим людям лучше понять летучих мышей, Дмитрий создал блог. Он подробно описывал каждый день жизни с Луной, снимал короткие видео ее кормления и игр. Особой популярностью пользовались ролики, где она аккуратно ела кусочки арбуза и банана, по-детски причмокивая от удовольствия, или исследовала новые игрушки. Блог быстро набрал популярность, и вскоре Дмитрию начали писать люди со всего мира. Редакторы местной газеты заинтересовались их историей и сделали большой репортаж. Фотограф провел в их доме целый день, запечатлевая все моменты необычной дружбы человека и летучей мыши. На одном из снимков, ставшем потом самым популярным, Луна сидела на плече Дмитрия и внимательно смотрела в объектив, а ее крылья были слегка расправлены, создавая впечатление объятий. История Луны вдохновила многих людей пересмотреть свое отношение к летучим мышам. Дмитрию писали те, кто раньше боялся этих созданий, а теперь увидел в них удивительных и умных животных. Он использовал эту возможность, чтобы рассказывать о важности сохранения летучих мышей и их роли в природе. Каждое письмо, каждый комментарий в блоге становился поводом для нового разговора
о защите диких животных. Благодаря своему опыту с Луной Дмитрий начал активно сотрудничать с центрами реабилитации летучих мышей. Он проводил консультации, помогал в лечении пострадавших животных, делился своими observations and methods. Его дом стал своеобразным информационным центром. Сюда приходили школьники на экскурсии, студенты-ветеринары на практику, просто любопытные люди, желающие узнать больше об этих загадочных существах. Теперь, спустя несколько лет после той судьбоносной встречи в дождливый вечер, Луна продолжает жить с Дмитрием. Ее спальное место украшают многочисленные игрушки, собранные за эти годы, а на стенах комнаты висят их совместные фотографии, запечатлевшие самые яркие моменты их необычной дружбы. Каждый день она напоминает своему спасителю о том, что иногда самые неожиданные встречи могут принести самые большие радости в жизни. По вечерам, когда Дмитрий возвращается с работы, Луна все так же радостно встречает его, предвкушая не только вкусные фрукты, но и теплые объятия. Она научилась различать его настроение и всегда старается подбодрить, если видит, что он устал или расстроен. В такие минуты Дмитрий понимает, что спас не только ее, она тоже изменила его жизнь, научив видеть красоту и доброту в каждом живом существе, независимо от его внешнего вида или репутации.